Всем сталкерам и любителям приключений на свою пятую точку привет. Практически с каждым днем я открываю ДТР для себя по-новому. Совсем недавно я узнал, что принося документы из опасных подземелий зоны и отдавая эти документы лидерам группировок, ассортимент у торговцев меняется. Я задался вопросом, а какие товары появятся у тех или иных торговцев? Сегодня предстоит это узнать. Что появится в продаже за каждый документ у торговцев модификации ДТР? Меня зовут Бесницкий, и вы на моем канале. С каждым поставленным лайком под видео увеличивается шанс найти достойный артефакт в аномалиях. И отдельное спасибо моему подписчику Владиславу Андрееву за помощь в создании ролика. Приятного просмотра. На самом юге зоны, на болотах, сидит Спора, торговец чистого неба. За принесенные холоду документы у него в продаже появятся неплохие для юга зоны товары. А самый любимый мой товар у него — это Чентрия, который можно купить только у него. Давайте же посмотрим, что появится у него в продаже за документы. Восточнее болот находится Кордон. Довольно интересное и безопасное место в зоне. А вот если по грибы идти, да плясать перед блокпостом военных, опасно. А знаете Сидоровича? Так вот, если принести ему документики, то парочка полезных вещичек у него в продаже появится. Севернее болот НИИ Агропром, а на базе, на территории бывшего института, рядовой полянин обустроил себе, знаешь, неплохое такое местечко. А на стеллажах лежат только качественные товары. А ты видел, сколько у него за спиной стволов лежит? Не поверишь. Но один раз за час он экипировал свыше 30 бойцов. Вот это я понимаю. Настоящая военная подготовка. Самый лучший алкоголь в зоне — это в баре Сторинген, но он находится в подвальчике, чтобы на улице не было слышно, что так бурно обсуждают сталкеры, вернувшись с ходки, и как бьются стаканы. А вот на поверхности, на Долговской части завода, сидит, значит, полковник Петренко, поставляет ему самое лучшее снаряжение в зоне. Однажды он мне рассказал, как к нему заскочили два опытных сталкера, купили, значит, два тяжелых бронекостюма и ушли себе к центру зоны, но так и не вернулись. А потом ветераны с рейда пришли с радара и сказали, мол, видели труп в кустах между Красным лесом радара и дорога на Припять. Похоже, один из тех смельчаков там лежит, а вот где сейчас второй, одному богу известно.
На озере янтарь яйцеголовые обитают. Вместо стволов таскают с собой контейнеры с артефактами, то приборы для замеров аномальной активности. Помню, как одна группа пошла на территорию завода через западный двор. Да вот только полегли там все. А ты знал, что Сахаров не только умеет поручения ценные давать, но и медициной полезной поделиться? А вот если документы те самые принести из лабораторий, то такие сможет вещи подогнать. Ух, ё! Один раз шел в Лиманск, да и думаю, загляну головорезом, прикупить чего-нибудь. Ну а что, в хороших отношениях, так сказать. Прихожу, значит, а у душмана столько новеньких натовских стволов лежит, блин. Потом берет такое, из задней комнаты приносит 2 здоровенных ящика. Ты бы видел. А там столько полезного хабара. Ну и слил я приличную сумму ему. Зато теперь можно прямиком в центр. Там, говорят, клондайк артефактов имеется. А может брешут? Янов – самая безопасная точка в северной части зоны. А на Янове сидит Ашот. Мужик веселый, да и в наличии много чего имеется. Принес, помню, ему какие-то документы, а оказывается, там такая ценная информация была. Теперь я у Ашота постоянный клиент, да. А многие сталкеры теперь у него закупаются, а то до бара далеко отчесать. Друзья, вот такое интересное путешествие у нас получилось. Теперь-то мы знаем, чем торгуют всеми знакомые торговцы зоны. Если, конечно, принести им документы. Я очень надеюсь, что вы оцените данный ролик своим лайком, так как я старался и долго работал над ним. Также не забудь кликнуть по кнопке подписки, колокольчика и лайка. Давайте наберем 500 лайков, мне будет очень приятно. Ну а меня зовут Бесницкий. Еще увидимся. Пока. Пришло время. Я вижу твое желание. Великий Монолит, я хочу 5000 подписчиков. Я очень стараюсь.